Всем привет! Сегодня расскажу вам, как сгенерировать G-код для резки лазером по траектории. Я читаю ваши комментарии под видео. В общем-то, вы уже правильно догадались, как я буду это делать, но как всегда будет несколько авторских доработок. Итак, для того, чтобы сгенерировать G-код для резки, нам понадобится векторный редактор Inkscape. Это бесплатный программный продукт с открытым исходным кодом. Он распространяется под лицензией GNU и адаптирован под различные операционные системы, а также плагин для генерации кода из векторов. Я буду использовать плагин GTech Photonic Laser Tool. Этот плагин также распространяется под лицензией GNU. Она содержится в исходных файлах этого плагина, а это значит, что его можно дополнять и изменять. Есть различные версии этого плагина. Я буду использовать версию 2.2, для Inkscape версии 0.92. Существует версия этого плагина для Inkscape 1.0. Но на данный момент она имеет суффикс бета и не всегда генерирует корректный код. Обо всем по порядку. Вначале нужно скачать и установить Inkscape. Я буду использовать Inkscape версии 0.92. Кстати, Inkscape слабо интегрируется в операционную систему, и вы можете установить несколько версий этого графического редактора в разные папки. Они не будут мешать друг другу. Inkscape лучше скачивать с официального сайта. Это бесплатное программное обеспечение, и нет никаких причин скачивать его откуда-то еще. Покажу, как установить Inkscape расширение для генерации G-кода. Вначале нужно установить векторный редактор Inkscape. После нужно установить расширение. Я доработал расширение от GTech, чтобы им было удобнее пользоваться. Поэтому сразу расскажу, как установить модифицированное расширение. Если вы захотите установить оригинальное расширение, то это можно будет сделать аналогичным образом. Все ссылки будут в описании под видео. Вначале заходим в мой репозиторий, затем скачиваем все файлы. Файлы из папки Extensions.ru копируем в папку Inkscape Share Extensions. Файлы DXF Input отвечают за импорт из AutoCAD DXF формата. В Inkscape уже есть такие файлы, но разработчики от GTech исправили какие-то ошибки, связанные с размерностью. Для генерации G-кода эти файлы не понадобятся, так что их не обязательно заменять. Если вы планируете использовать импорт из DXF формата, то их можно заменить. На этом установка плагина завершена. Нужно перезапустить Inkscape. После этого должны появиться новые пункты меню, а именно расширение, G-код генератор, G-код для резки лазера. Inkscape — это редактор векторной графики, то есть графики, в которой элементы описываются не как наборы точек в рисунке, а как линии, текст и заливки. Inkscape ориентирован на SVG формат векторной графики. Это тот самый формат, который консорциум Всемирной паутины создал для замены Macromedia Flash, который позже стал Adobe Flash. Это та самая программа, в которой рисует Масянин, а также в ней раньше делали веб-игры. Flash мне очень даже нравится. По моему скромному мнению, SVG формат вместе с JavaScript его не заменяют. SVG можно открыть в блокноте. На самом деле это XML файл, в котором перечислены различные графические элементы. Формат SVG ориентирован на веб-разработку, и в нем есть возможность для управления отдельными элементами с помощью внешних скриптов. Файлы в этом формате можно писать вручную, с помощью текстовых редакторов, и потому один SVG другому рознь. Одинаковые на вид SVG файлы в Inkscape могут редактироваться по-разному. Но если файл был создан в самом Inkscape, он всегда будет хорошо редактироваться в нем. Чтобы посмотреть SVG как графику, его проще всего открыть в браузере. Этот формат рассчитан на браузер, и потому именно браузер должен читать его наиболее корректно. Также в состав Inkscape входит специальная программа Inkscape Viewer. Через нее также можно посмотреть SVG файлы, но ее функционал очень ограничен. Если вы хотите заниматься вырезанием деталей, то вам нужно будет освоить программу Inkscape полностью. На самом деле она не очень сложная. Я не буду слишком подробно останавливаться на отдельных функциях этой программы в этом видео. Есть замечательный русифицированный учебник, который раскрывает весь основной функционал этой программы. Ссылку на него я оставлю в описании. Настоятельно рекомендую его прочитать. Я его освоил всего за один вечер. Без этого вам будет сложно разобраться в этой программе.
Для англоязычных людей дела обстоят еще лучше. В саму программу Inkscape встроены учебники на английском языке. Они находятся в разделе «Справка. Учебники». На русский они переведены почти полностью, но то учебное пособие, про которое я вам говорил, мне понравилось больше. Для начала я хочу сгенерировать G-код для вырезания бабочки из прошлого видео про тесты лазера. Перед тем, как генерировать код для резки, нужно сделать правильные настройки страницы в Inkscape. Для принтера Anycubic Mega Pro размеры листа должны быть 220 на 220 мм. Центр, относительно которого позиционируются картинки при выжигании BMP картинок, имеет координаты по x110, по y140. Точки, у которых y меньше 60 мм, будут расположены за пределами столика. Но эта область тоже доступна для выжигания в этом режиме. То есть, если сделать столик из фанеры побольше, так чтобы он выходил за пределы основного столика, то можно расширить область для выжигания. Вместо 220 на 140 мм, доступных заводскими настройками, будет доступно 220 на 220 мм в режиме гравировки через G-код. В других принтерах размер страницы должен быть такой, какой размер доступен для перемещения по осям X и Y, а центр будет смещен настолько, насколько смещен лазер относительно сопла экструдера. Итак, захожу в файл «Свойства документа», устанавливаю размер листа 220 на 220 мм, масштаб по осям единица. Можно даже разместить сетку столика в качестве фона. Бабочку в SVG формате я уже подготовил, вручную обводил векторами растровую картинку. Так я нарисовал половину бабочки, затем скопировал и зеркально отразил ее. Так у меня получилась вторая половина. Загружаю бабочку в Inkscape. Теперь позиционирую бабочку по центру сетки. Именно там она и будет расположена после прожига. Затем нужно выбрать команду «Контур», оконтуровать объект. Эта команда создает так называемый путь в SVG файле, который потом будет преобразован в траекторию для резки. Запускаю плагин для генерации G-кода. Слева показан оригинальный плагин, а справа модифицированный. Так будет понятнее, что изменилось. Кстати, оба эти плагина можно использовать одновременно, они не будут мешать друг другу. Некоторые пользователи жаловались на то, что плагин не русифицирован. Я русифицировал этот плагин. Команда для включения лазера принтера Anycubic Mega Pro должна быть G6S1, а команда для выключения G6S0. Это весьма странно, ведь разработчики Marlin зарезервировали эту команду совсем не для этого. Для остальных принтеров эта команда зависит от того, куда подключен лазер. Например, лазер часто подключают к кулеру Hotend. Тогда команда для его включения должна быть M106S255, а для выключения M106S0 или M107. Мой принтер после модификации понимает как G6, так и M106 команды. Скорость перемещения – это скорость перемещения экструдера, когда лазер выключен. Этот параметр можно оставить 3000 мм в минуту. Делать его больше 3000 не рекомендую. От этого принтер может сильно раскачиваться. Чем тяжелее Hotend с прикрепленным к нему лазером, тем этот параметр должен быть меньше. Скорость лазера – это скорость перемещения лазера, когда он включен. В тестах лазера я пришел к выводу, что ставить мощность меньше 100% для резки нет смысла. Именно этим параметром лучше всего регулировать глубину резки. Делать этот параметр больше 3000 не рекомендую. Параметр Laser Power я убрал, так как он есть не у всех команд. Например, у команды M107 его нет. Теперь этот параметр нужно писать в самой команде. Думаю, так будет лучше. Задержка перед включением и выключением лазера нужна, если ваш лазер не сразу включается или выключается. В изначальной версии этого плагина не было команд для поднятия лазера на нужную высоту. Именно поэтому я решил дописать этот плагин. Хорошо, что плагины для Inkscape пишутся на языке Python. Это один из языков, который я знаю. И потому модифицировать этот плагин мне было несложно. Дело в том, что лазерные граверы, для которых был написан этот плагин, устроены немного иначе, чем современные 3D принтеры.
У них вообще нет оси Z. Вместо этого высоту лазера нужно устанавливать вручную, поднимая столик вместе с деталью. Для большинства принтеров нужно обязательно устанавливать галочку в начале установить положение Home и высоту. У меня это 56 мм. Лазер настроен на 50 мм. На столике лежит фанера толщиной 6 мм. В сумме получается 56 мм. Если деталь будет толстой, то ее толщину тоже нужно прибавить. Дальше можно указать число проходов и глубину, на которую лазер будет опускаться после каждого прохода. Эти параметры нужно подбирать экспериментально. Здесь указывается каталог, в который будет сохраняться готовый G-код. Здесь шаблон имени файла. К имени файла можно добавить суффикс. Можно выбрать единицы измерения и сделать предпросмотр. Нажимаю на кнопку «Применить». Плагин отрабатывает. Он создает файл с G-код в папке и создает рисунок с перемещениями лазера. Линии этого рисунка слишком толстые. Чтобы их было лучше видно, их можно сделать потоньше. Например, 0,2 мм. После этого рисунок с траекториями лазера и началом координат можно удалять. Запускаю выжигание бабочки на толстом картоне. Рядом выжгу точно такую же бабочку, но уже как картинку. Края бабочки по траектории получились более ровными и аккуратными. Покажу, как можно векторизовать растер. Загружаем растровую картинку в Inkscape, например, логотип YouTube в PNG формате. Затем я выделяю картинку, выбираю контур, векторизовать контур. Затем сокращение яркости и оставляю параметры как в видео. Нажимаю ОК. В библиотеке объектов появляется объект Pass. Исходную картинку можно удалять. Запускаю генерацию G-кода. Выжигаю полученную картинку. Все получилось в точности, как было задумано. Покажу, как выжигать текст в таком режиме и как разместить его по контуру. Вначале нужно нарисовать контур. Затем ввести текст. Затем выделяем текст и контур и выбираем разместить текст по контуру. Дальше нужно преобразовать текст в векторные объекты. Это делается с помощью команды контур, оконтурить объект. После этого текст превратится в набор объектов. Теперь контур можно удалить. Есть несколько подходов к вырезанию деталей. Можно сделать меньшее число проходов на маленькой скорости или большее на большой. Попробую оба варианта и сравню, есть ли разница. Вырежу пятиконечную звезду за один проход со скоростью 50 мм в минуту и за 20 проходов со скоростью 1000 мм в минуту.
Сейчас вырезаю со скоростью 50 мм в минуту. Видно, что бумага немножко начала подгорать. А сейчас запустил 20 проходов со скоростью 1000 мм в минуту. Это видео без ускорения. При скорости 50 мм в минуту края обгорели, а в некоторых местах бумага даже загорелась. При скорости 1000 мм в минуту рез получился гораздо лучше. Значит, лучше делать больше проходов на большой скорости. Если вырезать по BMP картинке, то края подгорают, видимо, по той же причине. Лазер перемещается недостаточно быстро. Теперь вы знаете, как можно вырезать детали по траектории, как настроить размер листа и удобно располагать детали. Обязательно сделайте столик из фанеры или хотя бы из толстого картона, только не из гофрокартона, иначе столик принтера будет испорчен. В следующем видео про выжигание займусь, когда меня посетит вдохновение. Переделка, которую я делал в прошлом видео, вероятно мне пригодится, только без конденсатора. Под видео будут полезные ссылки. А на этом пока что все. Ставьте свои пальцы, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих видео.